В центре маленького частного музея Екатеринбурга стоит на облупившемся пьедестале скромный экспонат – обгорелый фрагмент металлической бочки. Ржавчина проела сталь, цифры едва различимы, но 3 символа все-таки читаются – БЧ-40. Большинству посетителей эти буквы ни о чем не говорят, однако архивисты знают – это шифр «Бочка Челябинск-40» закрытого города, где располагался комбинат «Маяк». По рассекреченным документам, именно такая емкость взорвалась 29 сентября 1957 года. Так началась Кыштымская катастрофа, первая крупная ядерная трагедия СССР, которую скрывали почти 3 десятилетия. Челябинск-40, сегодня Озерск, появился на карте в послевоенные годы. Гриф «Совершенно секретно» полностью изолировал город. Штампы в документах, письма, проходные, адресные подмены. На вывесках ничего, внутри реакторы, чистки плутония и тысячи тонн жидких радиоактивных отходов, слившихся в огромные бетонные цистерны. За 10 лет бурной гонки с Соединенными Штатами система охлаждения одной из таких цистерн заржавела, уровнемеры барахлили, но заказ на плутоний горел красной строкой. Приказ сверху был прост – держать темп любой ценой. Ночью 29 сентября температура раствора поднялась выше критической точки. Внутри бетонной бочки началась неуправляемая химическая реакция. В 21 час 40 минут Урал содрогнулся от взрыва эквивалентом 12 тонн тротила. В атмосферу выплеснулось около 20 миллионов кюри радиоактивных изотопов. Радиоактивный шлейф протянулся более чем на 300 километров, создавая то, что позже назовут Восточно-Уральским радиоактивным следом. На утро на территорию хранилища прибыла комиссия в штатском. Вместе с дозиметристами – офицеры государственной безопасности. Их первая команда. Все, что произошло, не произошло. Аварийный журнал смены изъяли, площадь взрыва огородили маскировочной сеткой, дорожные посты переключили на особый режим. Весь персонал подписал обязательство о неразглашении, нарушившим грозил трибунал. Но радиоактивная пыль не знала печати и подписок. Уже через несколько часов она легла на крыше деревни Татыш, осела на сады брода Калмыка, наполнила воздух над селами по течению течи. Люди продолжали пить воду из реки, пасти скот, собирать грибы, не подозревая, что каждое дыхание приносит в легкие стронций и цезий. Почему же государство молчало? Как складывалась цепочка решений, которая привела к самому секретному переселению на Урале? И правда ли, что некоторые деревни решили стереть не только физически, но и с топографических карт? Эти вопросы ведут нас в глубину архивов, интервью со свидетелями и отчетов, где одни цифры вычеркивали красным карандашом, а другие вписывали заново. История начинается с ржавой бочки, но заканчивается судьбами тысяч людей, чье детство и старость оказались на радиоактивном следе. Часть 2. 1 час до взрыва. 29 сентября 1957 года в половине 7 вечера инженер-химик Борис Евгеньевич Никаноров проверил показания температурных датчиков в 4-м цехе комбината «Маяк». Стрелка на приборе показывала 78 градусов, выше нормы, но не критично, по крайней мере так казалось. Хранилище номер 14 представляло собой массивную бетонную емкость, врытую в землю на глубину 6 метров. Внутри 80 кубических метров концентрированного раствора нитратов урана, смешанного с отходами плутониевого производства. Жидкость цвета ржавчины, пахнущая металлом и кислотой, таила в себе энергию, способную разнести пол Урала. Система охлаждения состояла из змеевиков с циркулирующей водой, но уже месяц работала с перебоями. Трубы проржавели, насосы барахлили, а новые запчасти из Ленинграда все не приходили. Директор комбината Николай Иванович Зырянов, назначенный на должность 2 года назад, каждую неделю слал телеграммы в Москву. Требуется срочный ремонт системы безопасности. Ответы приходили стандартные – обеспечить бесперебойную работу имеющимися средствами. В тот вечер на совещании в кабинете Зырянова собрались ключевые специалисты. Никаноров, главный инженер Василий Петрович Соколов и консультант по радиационной безопасности, член-корреспондент Академии наук СССР Федор Васильевич Фомин. 50-летний Фомин, один из создателей советской атомной программы, прилетел из Москвы 3 дня назад после тревожных рапортов о нарушениях в работе хранилищ. «Товарищ директор, ситуация критическая», Фомин указал на схему вентиляции.
Если не восстановить нормальное охлаждение, реакция разложения нитратов выйдет из-под контроля. Нужно немедленно остановить поступление новых отходов и перекачать раствор в резервные емкости. Зырянов хмурился. Остановка означала срыв плана по производству плутония, а план был священен. СССР отставал от Америки в количестве боеголовок, каждый килограмм плутония на счету. «Сколько времени у нас есть?» – спросил он. «При нынешнем темпе нагрева часа 4 не больше», – ответил Никаноров, сверившись с журналом показаний. «Но если температура подскочит резко…» «Хорошо», – Зырянов встал из-за стола. «Попробуем стабилизировать малыми силами. Перекачку отложим до завтра. Фомин, свяжитесь с Москвой, предупредите о возможной задержке поставок, но без паники». Фомин покачал головой. В его дневнике, обнаруженном в архивах 70 лет спустя, есть запись того вечера. Зырянов не понимает масштаба угрозы, боится репрессий больше, чем взрыва. Система секретности делает людей слепыми и глухими. К 8 вечера температура в хранилище поднялась до 90 градусов. Никаноров лично спустился в подземный тоннель, где располагались контрольные приборы. Бетонные стены емкости были теплыми на ощупь. Из вентиляционных шахт тянуло химическими испарениями. Дозиметр потрескивал. Радиационный фон повышался. Аварийная бригада, 6 человек в защитных костюмах, пыталась запустить резервную систему охлаждения. Но трубы были забиты солевыми отложениями, а электронасосы работали через раз. «Нужно промывать систему кислотой», – докладывал бригадир по телефону. «Но это займет часов 6. Времени не было. К 9 вечера температура достигла 110 градусов. Раствор в емкости начал бурлить. Нитраты разлагались, выделяя кислород и азотные окислы. Химическая реакция становилась самоподдерживающейся. Чем выше температура, тем быстрее разложение, тем больше тепла. Зырянов вызвал к телефону дежурного по Министерству среднего машиностроения в Москве. «Ситуация сложная, но контролируемая», – рапортовал он, глядя на показания приборов. «Принимаем все меры». Ложь. Никаких эффективных мер не принималось, только имитация деятельности. Дежурный в Москве записал в журнал: «Челябинск-40, технические неполадки, устраняются силами объекта», и забыл о звонке. А в это время на глубине 6 метров под землей творилось нечто ужасающее. Давление в емкости росло. Бетонные стены трещали. Радиоактивный раствор, нагретый до 140 градусов, превращался в смертоносный коктейль из испаряющихся изотопов и взрывчатых газов. В половине 10-го Никаноров доложил: температура 150, давление превышает расчетное в 2 раза. Рекомендую эвакуацию персонала. Зырянов колебался. Эвакуация – это официальное признание аварии, а авария на секретном объекте – это конец карьеры, а возможно и трибунал. «Еще полчаса», – решил он. «Если не стабилизируется, объявим тревогу». Полчаса, которых у них не было. Фомин покинул совещание и пошел в свою лабораторию, небольшую комнату в административном корпусе, где стояли приборы для измерения радиации. Показания были пугающими, фон рос с каждой минутой. Он взял телефонную трубку, набрал номер своего коллеги в Москве. «Игорь Васильевич, Фомин беспокоит. У нас здесь может произойти серьезная авария». Связь прервалась. Зырянов приказал отключить все телефонные линии, кроме служебных. «Информация не должна выйти за пределы объекта», — объяснил он. «Секретность превыше безопасности». К 10 вечера температура в хранилище достигла 180 градусов. Раствор кипел как в котле. Испарения нитратов создавали взрывоопасную атмосферу. Датчики давления зашкаливали, стрелки дергались в красной зоне. Никаноров понимал, взрыв неизбежен. Он собрал свою смену, 17 человек, и объявил: «Покидаем 4-й цех. Всем эвакуироваться за периметр». Люди, не задавая вопросов, начали собираться. Многие работали на маяке с момента пуска, видели аварии, знали. Если Борис Евгеньевич говорит уходить, значит все серьезно. Зырянов узнал об эвакуации и взбесился. Кто разрешил покидать рабочие места? Паника недопустима! Он приказал вернуть людей в цеха. Большинство подчинились, дисциплина в те годы была железной. Лишь несколько человек, включая самого Никанорова, остались на безопасном расстоянии.
В 21 час температура достигла 200 градусов, бетонные стены емкости покрылись трещинами, радиоактивный пар просачивался наружу, заражая подземные коммуникации, дозиметры рвались от перегрузки. В 21 час 30 минут произошло то, что физики называют разгонным взрывом. Перегретый раствор нитратов мгновенно превратился в пар, давление подскочило до критических значений, бетонная крышка емкости толщиной в метр весом 40 тонн взлетела в воздух как пробка от шампанского. Взрыв был эквивалентен подрыву 70 тонн тротила. Столб огня и радиоактивной пыли поднялся на километр, ударная волна разнесла стекла в зданиях по всему комбинату. Никаноров, находившийся в километре от эпицентра, почувствовал под ногами дрожь земли. Через несколько секунд до него дошел грохот взрыва, а еще через минуту едкий запах азотных окислов и металлический привкус радиации во рту. На месте хранилища номер 14 зияла воронка глубиной 10 метров. Вокруг обломки бетона, искореженная арматура и зловещая оранжевая пыль, светящаяся в темноте собственным радиоактивным свечением. Зрянов стоял у разбитого окна своего кабинета и смотрел на пожар в 4-м цехе. Его карьера закончилась, но это было меньше из зол. Радиоактивное облако уже поднималось в небо, неся смерть неизвестно куда. Часть 3. Восточно-Уральский след. В 21 час 40 минут Урал содрогнулся. Взрыв разнес крышу хранилища, весившую 40 тонн, словно картонную коробку. Огненный столб поднялся на высоту километра, унося в себе 20 миллионов кюри радиоактивных веществ. Стронций-90, цезий-137, рутений-106. Смертоносный коктейль, способный убить все живое на сотни километров вокруг. Дежурный по комбинату старшина госбезопасности Петр Семенович Кравцов находился в служебном автомобиле в 2 километрах от эпицентра, когда земля под колесами заходила ходуном. Сначала подумал землетрясение, вспоминал он в показаниях 1989 года. Потом увидел огонь над 4-м цехом и понял, случилось то, чего все боялись. Радиоактивное облако поднималось в ночное небо, освещаемое собственным зловещим свечением. Восточный ветер, дувший со скоростью 15 метров в секунду, подхватил смертоносную пыль и понес ее над спящими деревнями. Метеорологи комбината знали, ветер не сменится до утра, значит радиация пойдет строго на восток, к границе с Башкирией. Первым о взрыве узнал начальник охраны комбината, полковник Иван Григорьевич Поляков. Телефонный звонок застал его дома, в служебном коттедже неподалеку от проходной. «Товарищ полковник, авария в 4-м цехе», – доложил дежурный офицер. «Взрыв, пожар, радиационная опасность». Поляков бросил трубку и помчался на объект. Картина была апокалиптической. На месте хранилища номер 14 зияла воронка глубиной 10 метров. Вокруг обломки железобетонных конструкций, куски арматуры, искореженные трубы. И повсюду оранжевая радиоактивная пыль, светящаяся в темноте как фосфор. Дозиметристы в защитных костюмах ползали по развалинам с приборами. Показания зашкаливали. 1000 рентген в час. Смертельная доза 500 рентген. Здесь же можно было получить годовую норму за несколько минут. «Немедленно оцепить территорию радиусом 5 километров», – приказал Поляков. «Никого не пускать, никого не упускать. Связаться с Москвой». Но Москва спала. Дежурный по Министерству среднего машиностроения, которому доложили о взрыве в половине 11-го, решил не будить начальство до утра. Пусть сами разберутся на месте, подумал он, записав в журнал «Челябинск-40. Производственная авария ликвидируется силами объекта». Радиоактивное облако уже достигло первых деревень. Деревня Бердяниш, 23 двора, 87 жителей, встретила невидимого убийцу в полном неведении. Люди спали, не подозревая, что воздух, которым они дышат, насыщен радиоактивными частицами. Мария Федоровна Чернова, жительница Бердяниша, всю жизнь помнила ту ночь. Проснулась от странного запаха, металлический такой, противный. Вышла во двор, а там туман висит, только не белый, а с желтизной. И тишина жуткая, даже собаки не лают. Они слушают. К полуночи облако достигло села Муслюмово. 500 жителей продолжали спать, а радиация оседала на крыши домов, на колодцы, на огороды. Коровы, которые паслись в поле, получили смертельные дозы облучения.
Многие из них погибнут через несколько дней от острой лучевой болезни. Первую официальную сводку о взрыве составил в 2 часа ночи заместитель директора комбината по режиму Анатолий Васильевич Комаров. Текст был выдержан в духе времени. В результате нарушения технологического процесса в 4-м цехе произошел взрыв емкости с химическими веществами. Пожар локализован, радиационная обстановка контролируется, угрозы для населения нет. Ложь от первого до последнего слова. К 3 часам ночи радиоактивный след протянулся уже на 50 километров. В зону поражения попали села Галикаево, Русская Тича, Муслюмово, Татыш. Общая численность населения – около 10 тысяч человек. Все они получали дозы радиации, во много раз превышающие допустимые нормы. Директор комбината Азарянов, вызванный на объект в 3 утра, долго стоял на краю воронки и молчал. Потом повернулся к своим заместителям и произнес: «То, что произошло здесь, никогда не происходило. Понятно?» Понятно. Машина замалчивания запустилась немедленно. Аварийный журнал смены изъяли и уничтожили. Свидетелей взрыва 17 человек из смены Никанорова развезли по разным военным частям для прохождения переподготовки. На самом деле, чтобы они не могли общаться между собой и сравнивать воспоминания. Территорию взрыва накрыли маскировочными сетками, официально для защиты от разведывательных спутников противника. На самом деле, чтобы скрыть масштабы катастрофы от собственного населения. К утру 30 сентября радиоактивное облако прошло уже 120 километров и начало рассеиваться над лесами Башкирии. Но след оставался. Полоса зараженной земли длиной 300 километров и шириной до 40, территория, где нельзя будет жить десятилетиями. В 7 утра к воронке подъехала комиссия из Челябинска, представители обкома партии, облисполкома КГБ. Возглавлял ее первый секретарь обкома Николай Сергеевич Патоличев, будущий министр внешней торговли СССР. Он выслушал доклад Зырянова и вынес вердикт. Информация о происшествии является государственной тайной. Разглашение карается по законам военного времени. Патоличев немедленно связался с Москвой с секретарем ЦК КПСС Алексеем Александровичем Аристовым. Разговор был коротким. «Товарищ Аристов, у нас тут авария на закрытом объекте. Локальная, контролируемая. Меры принимаются». «Понятно. Обеспечить полную секретность. О подробностях доложите письменно». Письменный доклад Аристов получит только через неделю и сразу же отправит его в сейф с грифом «Особая папка». Там документ пролежит 32 года. А пока радиоактивная пыль продолжала оседать на деревни и поселки Восточного Урала. В селе Татыш молочница Анна Петровна Смирнова, как обычно, пошла доить коров. Странно было, коровы беспокойные, молоко какое-то желтое, вспоминала она. Желтое от радиоактивного йода. Это молоко выпьют дети из местного детсада. Многие из них через 20 лет заболеют раком щитовидной железы. Смотрите. К полудню 30 сентября на комбинат прилетел самолет из Москвы. В нем находилась спецкомиссия во главе с заместителем министра среднего машиностроения Авраамием Павловичем Завинягиным, одним из создателей советского атомного проекта. Завинягин был человеком жестким и прагматичным. Он строил первые урановые рудники в Колыме, руководил пуском реакторов на Маяке, знал цену секретности. Выслушав доклады, он принял решение, которое определило судьбы тысяч людей. Население из зараженной зоны эвакуировать. Официальная причина – эпидемия сибирской язвы среди скота, о радиации ни слова. План эвакуации разработали за несколько часов. 23 населенных пункта подлежали полному выселению. Жителей предполагалось вывести в эшелонах здоровья. Так эвфемистически назывались товарные поезда с деревянными нарами вместо сидений. 1 октября в зараженные деревни вошли воинские части в защитных костюмах и противогазах. Командиры объявляли жителям: в связи с угрозой эпидемии сибирской язвы объявляется эвакуация. Собрать только самое необходимое, время на сборы 2 часа. Люди не понимали, что происходит. Сибирская язва? Но скот выглядел здоровым. И почему солдаты в противогазах? Вопросы задавать не разрешали. Приказ есть приказ, отвечали военные. 70-летний колхозник Иван Кузьмич Рябинин из деревни Галикаево пытался отказаться от эвакуации. «Никуда не поеду. Здесь родился, здесь и умру».
Его погрузили в грузовик силой, связав руки. Дедушка сопротивлялся до последнего, рассказывала его внучка Мария. А когда поняли, что не вернемся, заплакал. Первый раз в жизни видела дедушку плачущим. К вечеру 1 октября колонны грузовиков с эвакуированными потянулись на запад, подальше от зараженной зоны. Люди ехали в неизвестность, бросив дома, скот, нажитое за десятилетия добро. Многие держали в руках горсти родной земли, последнее, что удалось взять с собой. А за ними оставались пустые деревни, где радиоактивная пыль продолжала смертельную работу. Восточно-уральский радиоактивный след, так назовут ученые эту полосу заражения, станет самой большой радиационной аномалией в истории СССР, больше, чем зона отчуждения Чернобыльской АЭС. Но об этом мир узнает только через 30 лет, а пока над Уралом опускалась тишина. Тишина мертвой земли, с которой исчезли люди, но осталась невидимая смерть. Часть 4. Эвакуация без права на возвращение. Утром 2 октября 1957 года жители деревни Бердяниш проснулись от рева моторов. Во дворы въезжали грузовики, открытые, армейские, с брезентовыми тентами. Из кузовов выпрыгивали солдаты в защитных костюмах и противогазах. «Срочная эвакуация», объявляли они через громкоговорители. В связи с эпидемией сибирской язвы среди скота. На сборы полчаса. Анастасия Ивановна Митрофанова, тогда 9-летняя девочка, запомнила тот день до мельчайших подробностей. Мама плакала, собирая нас с братом. Папа кричал на солдат: «Почему так мало времени? Куда нас везут?» Но ему никто не отвечал, только повторяли: «Быстрее, быстрее! Опасность заражения». Сибирская язва – официальная версия, которую озвучивали военные. Но люди не понимали, если болеет скот, зачем солдатам противогазы? И почему нельзя взять коров с собой? Скот подлежит уничтожению, отвечали военные. Очаг инфекции. Так деревня за деревней покидали родные места в том октябре. Бердяниш, Галикаево, Русская Теча – 23 населенных пункта общей численностью 10 тысяч человек. Людей грузили в открытые кузовы, как скот на ярмарке. Старики, дети, беременные женщины – всех вместе на деревянные лавки под осенний дождь. 75-летняя Марфа Петровна Рябова из села Галикаево отказывалась покидать дом. «Здесь мой муж похоронен, здесь дети родились, никуда не поеду». Ее вынесли на руках, плачущую и причитающую. В грузовике она просидела 12 часов, обнимая узелок с фотографиями. Больше родную землю не увидела. Умерла через полгода от тоски, как говорили соседи. Дозиметристы в гражданской одежде с приборами в руках проверяли людей перед погрузкой. Счетчики Гейгера трещали над детьми особенно громко. 6-летний Витя Смирнов из Русской Течи получил дозу радиации в 40 раз превышающую годовую норму, но никто ему об этом не сказал. Через 20 лет у него диагностируют рак щитовидной железы. Колонны грузовиков растянулись по дорогам Челябинской области на десятки километров. Эвакуированных везли в райцентры, где наспех организовывали временные пункты размещения – школы, клубы, бараки. Семьи разделяли мужчин в одни помещения, женщин с детьми в другие. Временные меры объясняли чиновники, временные на всю оставшуюся жизнь. Иван Петрович Кузнецов, председатель колхоза в деревне Татыш, пытался выяснить, на сколько времени эвакуация. «На месяц-другой», – ответил ему полковник, руководивший операцией, «пока санитарная обстановка не нормализуется». Кузнецов записал эти слова в свой дневник. Через 30 лет дневник станет одним из немногих документальных свидетельств тех событий. Иван. Людей расселяли по квартирам в других районах области, по 2-3 семьи в однокомнатные коммуналки. Без работы, без средств к существованию, без права вернуться домой. Официально их числили временно переселенными по санитарно-эпидемиологическим показаниям. Первые месяцы эвакуированные жили надеждой на возвращение. Писали письма в райком, в обком, в Москву, просили разрешения хотя бы съездить домой, проверить хозяйство, забрать вещи. Ответы приходили стандартные. Ввиду сложной эпидемиологической обстановки въезд в населенные пункты временно запрещен. Но время шло, а разрешения не было. Более того, уже к концу 1957 года эвакуированные стали получать странные документы, справки о том, что они добровольно переселились в связи с производственной необходимостью.
Никакой эпидемии в справках не упоминалось, словно ее никогда и не было. Петр Захарович Новиков из деревни Муслюмова сохранил такую справку до конца жизни. В ней значилось: гражданин Новиков ПЗ переселен из дома Муслюмова Кунашакского района по собственному желанию в связи с предоставлением работы на новом месте жительства. «Какое собственное желание?» – возмущался старик. «Какая работа? Меня силой вытащили из дома и бросили на произвол судьбы». К 1958 году стало ясно – возвращения не будет. Эвакуированные деревни объявили неперспективными и исключили из административного деления. На новых картах области их больше не существовало. Словно 23 села с тысячелетней историей растворились в небытии. Дома в покинутых деревнях разбирали на стройматериалы или просто сжигали. Официально в связи с санитарно-эпидемиологическими требованиями, на самом деле, чтобы стереть следы трагедии. Колхозные поля засевали техническими культурами, которые не шли в пищу, пастбища оставляли пустовать. Кладбища. Последнее, что связывало людей с Рутиной, тоже подлежали санитарной обработке. Памятники сносили, могилы заравнивали, по требованиям Санпин значилось в документах, память о предках стирали бульдозерами. Некоторые эвакуированные пытались самовольно вернуться в родные места. Их задерживали на блокпостах, которые стояли на всех дорогах, ведущих к зараженной зоне. Составляли протоколы за нарушение паспортного режима и отправляли обратно. Василий Степанович Громов из Галикаева трижды пытался пробраться к родному дому. В третий раз его арестовали и дали 15 суток административного ареста. После освобождения вручили предписание: за повторное нарушение режима секретности уголовная ответственность по статье 58 «Антисоветская агитация». Громов больше попыток не предпринимал. Дети, рожденные в эвакуации, росли без корней. Они не знали, откуда родом их родители, не видели родовых гнезд, не могли поклониться могилам дедов. Для них история семьи началась с момента переселения. Все, что было до, стерто, забыто, табуировано. «Мы стали людьми без прошлого», — говорила Анастасия Ивановна Митрофанова, которая девочкой покинула Бердяниш. «Наши дети спрашивали, а где вы жили до войны? А мы молчали, нельзя было говорить, боялись». Боялись не зря. За разглашение обстоятельств эвакуации грозила уголовная ответственность. В конце 50-х, начале 60-х несколько человек из числа эвакуированных получили реальные сроки за распространение ложных слухов, порочащих советский строй. Алексей Федорович Степанов из «Русской течи» рассказал сослуживцам на новой работе, что его деревню эвакуировали из-за какой-то аварии на секретном заводе. Рассказ дошел до куда следует. Степанова судили по статье 71 УК РСФСР «Антисоветская агитация». Дали 3 года лагерей. Родственники заключенного получили предупреждение. За дальнейшие попытки выяснения обстоятельств переселения семья Степановых будет привлечена к ответственности в полном составе. Жена с детьми переехала в другой город, сменила фамилию, связь с мужем прекратила по требованию властей. К середине 60-х система замалчивания работала безотказно. Эвакуированные молчали, боясь репрессий, их дети не знали правды. Официальные документы лгали или умалчивали. Даже в секретных сводках МВД и КГБ Кыштымская авария фигурировала как инцидент с ограниченными последствиями. Но радиация не умеет молчать. К концу 60-х среди эвакуированного населения резко возросла заболеваемость. Рак крови, рак щитовидной железы, костные опухоли, диагнозы, которые раньше встречались крайне редко, стали обыденностью. Врачи в поликлиниках, где наблюдались переселенцы, отмечали странную закономерность. Тяжелые онкологические заболевания поражали людей, которые до переселения считались абсолютно здоровыми. И все они были родом из одного и того же района Челябинской области. Доктор Лидия Александровна Кочергина, работавшая в поликлинике Коркинского района, куда переселили жителей нескольких деревень, вела негласную статистику. За 10 лет наблюдений раком заболели 40% переселенцев. «Такого не бывает», – записывала она в личном дневнике. «Это не эпидемия, это что-то другое».
Кочергина попыталась поднять вопрос на врачебной конференции. Ее выступление запретили. Через месяц врача перевели в другую больницу, а все ее медицинские записи о переселенцах изъяли для проверки. Назад не вернули. Постепенно становилось ясно, то, что произошло осенью 1957 года, было не эпидемией сибирской язвы. Это была техногенная катастрофа, масштабы которой тщательно скрывали. Но от радиации не спрячешься за грифом «секретно». Она продолжала убивать. 74% эвакуированных детей в возрасте до 10 лет заболели в течение 20 лет после переселения. Большинство – раком щитовидной железы. Смертность среди переселенцев в 3 раза превышала среднестатистическую по области. И все это время молчания. Официальная версия не менялась. Переселение по санитарно-эпидемиологическим показаниям. О радиации ни слова. О настоящих причинах трагедии узнает лишь следующее поколение. Многие из эвакуированных так и не дожили до правды. Они умирали, унося с собой тайну своей беды. Их дети и внуки долгое время не понимали, почему в семье так много онкологических больных, почему старики боялись говорить о прошлом, почему на вопрос «откуда вы родом?» отвечали уклончиво. Лишь в конце 80-х, начале 90-х, когда архивы начали открываться, потомки эвакуированных узнали правду. Их деды и отцы стали жертвами самой засекреченной техногенной катастрофы в истории СССР. А молчание длилось 30 лет не из-за государственной мудрости, а из-за страха признать собственные ошибки. Сегодня на месте эвакуированных деревень пустые поля и заросшие бурьяном фундаменты. На картах эти места по-прежнему обозначены как неселитебная территория. Но старожилы помнят, здесь когда-то жили люди, здесь были дома, школы, магазины. Здесь рождались и умирали, любили и страдали тысячи простых советских граждан. А на кладбище города Куркино, где похоронены многие из эвакуированных, стоит скромный памятник. На нем выгравированы слова «Жертвам радиационной катастрофы 1957 года». Памятник поставили на народные деньги в 1990 году. Власти разрешения не давали, но и запрещать не стали. Это единственное официальное упоминание о трагедии тех, кто потерял родину в одну октябрьскую ночь. Но и на этом памятнике нет главного – списка исчезнувших деревень. Их имена до сих пор засекречены. Словно никогда и не существовали Бердяниш, Галикаево, Русская Тича. Неужели память о людях может исчезнуть вместе с их домами? Или где-то в секретных архивах до сих пор хранятся документы, которые расскажут всю правду о том, что случилось с жителями Восточно-Уральского радиоактивного следа. Часть 5. Радиация в пробирке и в крови. 1 мая 1989 года на страницах журнала «Природа» появилась небольшая заметка под скромным заголовком к вопросу о радиационной обстановке на Урале. Автор – доктор биологических наук Лев Александрович Ильин. Осторожно, научным языком описывал техногенный радиоактивный след в Челябинской области, образовавшийся в результате аварии 1957 года. Для большинства читателей это была просто научная статья, но для тех, кто знал правду, это был первый официальный документ, признававший существование Кыштымской катастрофы. 32 года молчания закончились одним абзацем в академическом издании. За этой публикацией стояли годы кропотливой работы ученых из Института биофизики в Челябинске-17. Институт был создан в 1958 году формально для изучения воздействия ионизирующих излучений на биологические объекты. На самом деле для исследования последствий аварии, о которой нельзя было говорить вслух. Первым директором института стал Александр Константинович Гуськова, выдающийся радиобиолог, один из создателей советской радиационной медицины. В годы войны он изучал лучевую болезнь у жертв Хиросимы и Нагасаки. Теперь ему предстояло столкнуться с аналогичной проблемой на родной земле. Гуськова и его сотрудники получили уникальную возможность изучать воздействие радиации на большую группу людей в естественных условиях. 10 тысяч эвакуированных стали невольными участниками самого масштабного радиобиологического эксперимента в истории. Но об этом можно было писать только в закрытых отчетах с грифом «совершенно секретно». Первые данные оказались ужасающими. Среди детей, находившихся в зоне радиоактивного следа в возрасте до 10 лет, заболеваемость раком щитовидной железы превышала среднестатистическую в 40 раз.
Лейкозы встречались в 20 раз чаще. Врожденное уродство новорожденных в 15 раз. Особенно пострадали жители деревни Метлино, которая находилась в самом центре радиоактивного следа. Из 200 человек, живших там во время аварии, к концу 70-х в живых осталось только 37. Остальные умерли от рака, лейкозов и других заболеваний, связанных с облучением. 6-летняя Нина Васильевна Кочергина из Метлина получила одну из самых высоких доз облучения среди всех пострадавших – 200 бер. При норме 3 бера в год это означало облучение, равное 70-летней дозе, полученной за несколько часов. Девочка выжила, но через 20 лет у нее развился рак костей. Врачи боролись за ее жизнь 1,5 года, безуспешно. Медицинские карты таких пациентов хранились в особых сейфах института. Доступ к ним имели только сотрудники с допуском не ниже совершенно секретно. Даже лечащие врачи в обычных больницах не знали истинных причин болезней своих пациентов. Доктор Римма Михайловна Алексахина, одна из ведущих сотрудниц института, вспоминала: «Мы изучали самую страшную сторону атомной эпохи. Что происходит с человеком, когда он сталкивается с большими дозами радиации? Но результаты наших исследований нельзя было публиковать. Мы работали для науки, которая должна была оставаться тайной». Тем не менее, работа института принесла важные плоды. Здесь впервые в мире была разработана методика лечения острого лучевого синдрома с помощью пересадки костного мозга. Созданы препараты для выведения радиоактивных изотопов из организма. Разработаны принципы диагностики и лечения радиационных поражений, которые позже спасли жизни ликвидаторам Чернобыльской аварии. Парадокс истории. Из величайшей техногенной катастрофы родилась наука, которая помогла человечеству справляться с последствиями радиационных аварий. Но цена этого знания была чудовищной – здоровье и жизни тысяч людей. К концу 70-х годов в институте накопился огромный массив данных о последствиях Кыштымской аварии, но публиковать их было по-прежнему запрещено. Более того, любые попытки ученых рассказать о своей работе на международных конференциях пресекались на корню. В 1977 году британский ученый Жарес Альферов, живший в эмиграции, опубликовал в журнале New Scientist статью о загадочной радиационной аварии на Урале. Он ссылался на рассказы советских коллег и анализ радиоактивности в пробах воздуха, взятых в Западной Европе в конце 50-х. Публикация Альферова вызвала переполох в Москве. КГБ начал поиск источника утечки информации. Несколько сотрудников института были уволены по сокращению штатов. Режим секретности ужесточили до предела. Но правда уже начинала просачиваться наружу. В начале 80-х годов зарубежные спецслужбы с помощью спутников обнаружили на Урале обширную зону, где отсутствовала растительность и животный мир. Снимки попали в прессу. Западные эксперты сделали вывод о крупной радиационной аварии в СССР. Советские власти вынуждены были реагировать. В 1982 году заместитель министра здравоохранения СССР Олег Александрович Щепин на пресс-конференции в Москве заявил: на Урале действительно имел место инцидент с ограниченными последствиями, но население не пострадало. Первое полуофициальное признание аварии через 25 лет после события. Полную правду рассказал только академик Лев Александрович Ильин, тот самый автор статьи в журнале «Природа». В 1989 году, в разгар перестройки, он выступил на конференции в Вене с докладом о Кыштымской аварии. Впервые официальный представитель СССР публично рассказал о масштабах катастрофы. 29 сентября 1957 года в результате нарушения технологического процесса произошел взрыв емкости с высокоактивными отходами, говорил Ильин. В атмосферу было выброшено около 20 миллионов кюри радиоактивных веществ. Образовался след длиной более 300 километров. Зал слышал в гробовой тишине. Западные ученые наконец получили официальное подтверждение того, о чем догадывались десятилетиями. Крупнейшая радиационная авария в истории человечества до Чернобыля произошла в СССР и 32 года скрывалась от мирового сообщества.
Но почему власти так долго молчали? Ответ лежал не только в области секретности, но и в сфере политики и психологии. Комбинат «Маяк» был не просто одним из многих промышленных предприятий. Это был становый хребет советского атомного проекта, основа ядерного щита страны. Здесь производили плутоний для первых советских атомных бомб. Здесь создавали материалы для водородных боеголовок. Остановка производства даже на несколько месяцев означала критическое отставание в гонке вооружений США. Признание аварии неизбежно повлекло бы за собой международные инспекции, требования о закрытии опасного производства, обвинения в нарушении норм безопасности. Для СССР, который позиционировал себя как мирная атомная держава, это был бы сокрушительный удар по престижу. Но главное, признание аварии означало признание несовершенства советской системы. В стране, где атомная энергия считалась мирным символом коммунизма, где АЭС строили рядом с жилыми районами, а радиацию называли полезной для здоровья, любая крупная авария была идеологической катастрофой. Поэтому власти выбрали самый простой путь – замолчать проблему, сделать вид, что ничего не произошло, засекретить документы, запугать свидетелей, переселить пострадавших и забыть об их существовании. Система работала безотказно до середины 80-х, но Чернобыльская авария показала, от радиации нельзя спрятаться за грифом «секретно». Радиоактивное облако не знает государственных границ. Последствия аварии рано или поздно становятся достоянием гласности. После Чернобыля молчать о Кыштыме стало бессмысленно. Более того, опыт Института биофизики оказался бесценным для ликвидации последствий новой катастрофы. Методики лечения, разработанные на основе изучения уральских пострадавших, спасли жизни сотен ликвидаторов. Сегодня территория восточно-уральского радиоактивного следа частично восстановлена. Уровень радиации снизился до приемлемых значений. На части территории вновь живут люди, работают предприятия. Но полная реабилитация займет еще не одно десятилетие. В селе Муслюмово, которое частично попало в зону заражения, до сих пор повышенный радиационный фон. Местные жители, потомки тех, кто пережил аварию, живут с этой проблемой уже более 60 лет. Заболеваемость раком здесь по-прежнему выше средней по России. Институт биофизики продолжает работать. Сегодня он называется Уральский научно-практический центр радиационной медицины. Здесь лечат последствия не только Кыштымской аварии, но и других радиационных инцидентов на Урале. А их за годы работы маяка случалось немало. В архивах центра хранятся медицинские карты десятков тысяч людей, подвергшихся радиационному воздействию. Эти документы – уникальная база данных для изучения отдаленных последствий обучения, трагический, но бесценный опыт, который помогает защитить будущие поколения от радиационных угроз. На въезде в Озерск, бывший Челябинск-40, стоит памятник жертвам радиационных аварий. Простой гранитный обелиск с надписью «Тем, кто отдал здоровье и жизни во имя ядерного щита Родины». Ни слова о том, что многие из этих жертв даже не подозревали о своем героическом подвиге. Но главный памятник жертвам Кыштымской аварии – это знания, полученные в результате изучения ее последствий. Методики диагностики и лечения лучевой болезни, препараты для защиты от радиации, принципы обеспечения радиационной безопасности – все это выросло из трагедии 1957 года. Парадокс истории. Величайшая техногенная катастрофа породила науку, которая сегодня защищает человечество от радиационных угроз. Из молчания и секретности родились знания, которые стали достоянием всего мира. Кыштымская авария – это урок о том, что правду нельзя скрывать вечно, что секретность, призванная защитить государство, в конечном счете вредит ему же, что цена молчания всегда оказывается выше цены открытости. И главное, что радиация не знает границ, не признает государственных интересов, не подчиняется политическим решениям. Перед лицом атомной угрозы человечество едино. И только общими усилиями, открыто делясь знаниями и опытом, мы можем защитить себя от повторения подобных трагедий. Ржавая бочка в Екатеринбургском музее – немой свидетель тех событий. Но ее молчание красноречивее любых слов. Оно напоминает, история не прощает попыток ее замолчать.
Рано или поздно правда находит дорогу к людям.